Приветствую всех на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Собрала обрезки портьерных тканей. В основном это атласное переплетение. Для основы взяла фланель размером немного больше, чем мне надо. И на эту фланель я наклеиваю сейчас строительную серпянку. У меня она шириной 5 сантиметров, ну, купить можно и 10, и 15 сантиметровой ширины, это будет удобнее. Наклеиваем таким образом, чтобы немного одна полоска находила на другую. Многих смущает серпянка, что она может отразиться на машинке. Я неоднократно пользовалась серпянкой, я не заметила, чтобы это как-то отразилось на машинке. Здесь крупные ячейки, и игла свободно проходит между нитями. Серпянку я наклеиваю для того, чтобы придать плотности и жесткости. На наклеенную серпянку я начинаю выкладывать лоскуты. Сначала я выкладываю самые крупные, которые имеются. Выкладываю таким образом, чтобы лоскутики одного цвета не находились рядом. Затем начинаю накладывать лоскуты поменьше. Лоскуты кладу таким образом, чтобы они перекрывали друг друга, чтобы вот этот слой нижний, он не проглядывал. Лоскутики поменьше и совсем маленькие. На мой взгляд, они оживляют. Это, знаете, как маленькие детки. Ну, такая у меня ассоциация. Дальше я накрываю кусочком органзы вот с таким интересным рисунком. Сверху накладываю влажную ткань. Это всем знакомый прием, когда работаешь спицей. Ну, я это для новичков. И дальше пропариваем горячим утюгом. Теперь я это скалываю. Скалываю таким образом, чтобы прихватить все мелкие лоскутики, чтобы они не сдвигались. Здесь их немного. Вот я сколола, и теперь под машинку стегала на прямострочной машинке вот такими острыми зигзагами. Круги обошла по рисунку. В основном стегала розовыми нитками. Вот этот участок я решила сохранить темный фон, и на этом участке я стегала темно-синими нитками. Я выровняла края простеганной заготовки, и у меня получились размеры 31,5 на 40. Нижние углы закруглила. И таких деталей у меня 2. Я замеряю длину 3 сторон. У меня получается 100 сантиметров. Взяла полоску фланели длиной 105 сантиметров, чтобы был запас. И ширина 12. И эту полоску я тоже укреплю серпянкой. Вот я заклеила одним слоем, то есть слои с наложением друг на друга, и нашла середину у этой заготовки, и в обе стороны по 40 сантиметров тоже сделала меточки. Здесь у нас будет донышко, и на эту часть я наклею еще слой, чтобы донышко было плотнее. На эту полосу я сейчас тоже наложу лоскутики и тоже простегаю. Простегала параллельными строчками, выровняла, отрезала лишнее. И у меня получилась такая деталь размером по ширине 11 сантиметров и в длину 96 сантиметров. И еще я простегала вот такую заготовку, из которой вырежу 2 детали ручек. Получились вот такие ручки. Ширина ручек 3 сантиметра. А длину я взяла побольше, чтобы можно было пришить пониже.
телу сумки и чтобы можно было носить на плече. Расстояние между ручками 15 сантиметров, от верха 10 сантиметров. Ручки я надежно закрепила. С двух сторон от окантовки я сделала по 2-3 строчки. По нижнему краю тоже раза 3 прошлась, но здесь 1 раз. Находим середину на основной детали. Также середину на детали боковинок с донышком. И сшиваем их вместе, совместив меточки. Вот так должно получиться. И сейчас я присоединяю вторую деталь. Вот, пришила вторую деталь. На боковых частях сделала вот такие защипы длиной 9 сантиметров. Вот так с внутренней стороны проложила небольшой шов с небольшим заходом. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации боковые части сумки легко складывались вовнутрь. Аналогично деталям верха я скроила из подкладочной ткани точно такие же детали. На одну сторону я пришила вот такой длинный карман и разделила его на 3 отсека. Карман я укрепила плотным дублерином. Со стороны донышка оставила вот такое отверстие для выворачивания. И сейчас я выверну подкладку наизнанку. И вложу лицевую часть сумки вовнутрь. И прошью по верхнему срезу. Так, вот я пришила, вывернула. И теперь надо зашить вот это отверстие. Удобно зашивать, когда припуск одной из сторон заутюжен. Ну и теперь осталось подвернуть вот этот край и проложить строчку. Ну вот, я сделала отстрочку. И вот такая у нас получилась современная кошелка, как я ее назвала. Сумка получилась вместительная, устойчивая. Внутрь можно вложить картонку обшитую, если вам захочется, хотя донышко здесь укрепленное. Я надеюсь, что видео кому-нибудь окажется полезным. Пишите комментарии, делитесь с друзьями в соцсетях, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, жмите на колокольчик, получайте уведомления о моих новых работах, которые выходят каждую неделю. И я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи.